Ну что ж, давайте с вами отрежем кусочек этого замечательного, такого красивого болгарского яблочного пирога. Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня хочу приготовить простейший яблочный болгарский пирог, который называется 3 стакана, но я его называю 4 стакана. Здесь, посмотрите, у нас 4 стакана. Я знаю, что вы очень любите такие рецепты, я их тоже очень люблю. И здесь у меня все стаканы объемом 200 мл. Здесь стакан молока, здесь стакан манной крупы 160 граммов, стакан муки 130 граммов и стакан сахара 180 граммов. Все они наполнены плюс-минус до одного уровня. Поэтому, если у вас нет весов, можно измерить все в стаканах. Дальше берем яблоки. У меня это вот такие вот зеленые, кисло-сладкие, сочные яблоки. Нам нужно, чтобы уже в очищенном финальном весе они у нас весили 200 кг. Поэтому сейчас возьмите где-то 300 кг. Нам нужно просто удалить серединку. Натираем яблоки на крупной терке. Вот посмотрите, сколько натертых яблок. Они от контакта с воздухом, конечно же, начинают темнеть. Но в этом рецепте это только плюс, потому что в пироге будут видно слои яблок и теста. Теперь смешиваем сухие ингредиенты: сахар, манную крупу и муку. Добавляем ванильный сахар, я добавлю 1 пакетик. Не забываем добавить четверть чайной ложки соли для баланса вкусов. Перемешаем сухую смесь. Также в ковшике нам нужно нагреть 200 мл молока и 50 граммов сливочного масла до того момента, пока масло у нас растопится. Сухую смесь нам нужно разделить на 4 части, и это очень легко сделать, опять же, при помощи 4 стаканов. Просто в каждую емкость набираем одинаковое количество сухих ингредиентов. Яблоки разделяем на 3 части. Сухие ингредиенты на 4, а яблоки на 3. У меня чуть-чуть неровная миска, поэтому не видно четко, ровно ли я разделила на 3 части Мерседесом, значком Мерседеса. Первый у нас будет сухой слой. Равномерно рассыпаем сухую смесь. Кстати, совсем забыла вам сказать, что диаметр формы у меня 22 сантиметра. Дно и стенки я выстелила пергаментом. Чтобы пергамент хорошо прилип к стенкам, я смазала их растительным маслом. Теперь распределяем, чтобы не было у нас проплешин, а все было в тесте. И сверху аккуратно распределяем яблоки в 1/3 часть. Вообще я в последнее время много рецептов вижу именно болгарской кухни, и меня интересуют рецепты болгарской кухни. Также я вот пробовала очень вкусная, у них есть икра из синеньких и перца, называется лютениця. Если кто-то из вас знает ее классный рецепт, проверенный, то обязательно поделитесь, потому что я очень хочу приготовить такое блюдо. И также важный момент: если кожица в яблоках очень жесткая, то ее лучше не добавлять в пирог, а чистить, чтобы у вас была только мякоть, без кожицы. Равномерно распределяем второй слой сухого теста, чтобы у нас везде оно было. И стараемся сделать равномерный слой. Второй слой яблок. Ну и вы поняли весь метод. Слой сухого теста, слой яблок. Итого у нас 4 слоя теста, 3 слоя яблочной начинки. Вот такой интереснейший пирог. Он очень вкусный. Я его готовила по чуть-чуть другому рецепту, без молока, но с большим количеством сливочного масла. Обязательно вам оставлю ссылку на этот рецепт. Ему уже много лет. Это еще на начале нашего пути на YouTube. У нас есть этот рецепт: прекрасный болгарский насыпной пирог. Делаем вот такие проколы. Можно сделать ножом, вилкой или, как у меня, деревянной шпажкой.
И вот так вот по ложечке заливаем сюда нашу молочно-сливочную смесь. Ставим выпекаться в духовку, прогретую до температуры 180 градусов, ориентировочно на 50 минут, до красивого румяного цвета и неповторимого аромата, который будет разноситься на всю квартиру. Посмотрите, какой красивый солнечный пирог получился в своей духовке. Я выпекала его 65 минут, чтобы сверху получилась такая красивая румяная корочка. Потом я его оставила остыть до комнатной температуры и полностью стабилизироваться. И посмотрите, какой у нас с вами красивезный получился яблочный пирог. Он так вкусно пахнет и выглядит таким сочным, просто неповторимо. Перекладываем пирог на досточку и убираем пергамент. Можно его вот так вот подвернуть и аккуратно достать. Ну что ж, давайте с вами отрежем кусочек этого замечательного, такого красивого болгарского яблочного пирога. И посмотрите, какая у нас с вами получилась красота. Весь пирог у нас пропекся, он сочный, ароматный, нежный, прекрасно держит форму. Есть слои прям как у настоящего торта. Посмотрите, как у нас все чудесно пропеклось со всех сторон, снизу, сбоку, сверху, все чудесно у нас прекрасно держит форму и очень вкусно пахнет. Ну что ж, давайте с вами попробуем кусочек. Какой он внутри. Прекраснейший. Очень вкусно пахнет яблоками. Ну что ж, пробуем. Это совсем никакой не пирог, а настоящее пирожное, тортик. Он такое сочное, нежное, пропитанное. Яблочки, они все полностью пропеклись, запеклись, стали действительно как кремом, а сухая смесь, она похожа на плотный заварной крем. Поэтому всем, кому нравятся такие десерты с заварным кремом, да еще и с яблоком, точно оценят этот рецепт. Это классика болгарской кухни, проверенный уже, я думаю, столетиями рецепт, поэтому готовьте, не бойтесь и наслаждайтесь. Всем пока, до новых вкусных рецептов!